За годы моей работы в недвижимости у меня накопилось миллион разных советов, в том числе и вредных. Сегодня будет 10 вредных советов от Антона Тиунова при покупке или продаже недвижимости. Если вы выполните любой из этих 10 советов, вы обязательно купите отвратительную квартиру по высокой цене и потом никогда не сможете ее продать. Ну что, интересно? Погнали! Совет номер 1. Покупайте свою квартиру не глядя. Смотрите только фотографии, пробежались бегло, фотки хорошие, красивые, можно покупать. Ведь фото – это гарантия того, что там будет хороший ремонт. Ведь правда же? Никогда не смотрите ни подъезд, ни соседей, ничего не смотрите. Просто выбрали фотографию, понравилось, нажали, позвонили и оплатили. Если вы будете покупать так недвижимость по фотографиям, тогда вы точно, абсолютно купите квартиру с какими-нибудь отклеившимися обоями, или как наш клиент, который купил удаленно квартиру и не стал ее смотреть, а потом приехал туда через год, и там он увидел плесень, дырявые окна, и с соседями он мог переговариваться через стену, потому что были вот такие щели. Но зато сэкономил на авиаперелете и не обратился в компанию Georgia Private Investment. Вредный совет номер 2. Обязательно верьте всему, что написано в объявлении. Особенно цена. Увидели квартиру, которая трехкомнатная в центре города, вокруг школы, парки, садики и вид на море, и стоит она всего 20 тысяч долларов, обязательно позвоните по этому объявлению, ведь эта квартира ждет именно вас. История. Как я выполнял совет номер 2. Я увидел супер объявление по квартирам, я это вижу регулярно. Звоню риэлтору, говорю, можно посмотреть эту квартиру? Он говорит, конечно, с вами свяжется специалист. Я жду час, два, второй, третий. Перезваниваю еще раз. Я говорю, а можно посмотреть эту квартиру? Он говорит, да, вам перезвонит специалист. Через несколько часов мне перезванивает специалист и говорит, эта квартира продана. Антон, а давайте вы скажете ваш запрос, и мы подберем квартиру, которая нужна именно вам. Я потратил время, не посмотрел квартиру. Эх. Вредный совет номер 3. Зачем платить юристу, когда можно подписать договор просто от руки? Плюсы элементарные. Вы верите продавцу, вы покупатель, сели, на бумажке написали, я, Иванов Иван, покупаю у Георгия Георгадзе квартиру. Я видел ее по фото, не смотрел что-то внутри, и я не знаю, что там обременение, ипотека, заложено, перезаложено и так далее. Поэтому обязательно просто идите в юстицию и просто подписывайте договор с продавцом. Отдавайте ему деньги, полную оплату, и будь что будет. А вдруг повезет. Я знаю такую историю грустную, когда люди подписали договор с застройщиком, мы об этом рассказывали в прошлом видео, а застройщики, который взял и перепродал свою квартиру двум разным людям. И они тоже не пользовались юристами или компанией GPI. Вредный совет номер 4. Никогда не торгуйтесь. Цена ведь уже хорошая. Ведь цена в объявлении вам нравится. Вы же выбрали квартиру по фотографиям, благодаря первому совету. Не проверяли юридическую чистоту. И поэтому спокойно не торгуйтесь. Цена великолепная. А зачем торговаться? Ведь сосед заплатил там ту же самую цену, например. Так что все справедливо. А на самом деле торг всегда уместен. На самом деле, вот по моему жизненному опыту я скажу так, что когда к нам обращаются клиенты, я всегда гарантирую, что 3% мы точно сможем от цены скинуть. То есть около 3% это, оказывается, та адекватная скидка, которая заложена уже, как правило, в цене. Поэтому мой вам вредный совет – не торгуйтесь. Тогда вы не сможете сэкономить долларов несколько, а может быть даже несколько тысяч долларов. Максимальная скидка, которую здесь я видел в Грузии в последнее время, достигала, наверное, 10%. Но там был такой проблемный объект, что я бы его не рекомендовал покупать даже другу. Поэтому вредный совет номер 4. Не торгуйтесь, ведь цена справедливая. А на самом деле торгуйтесь, конечно же. И торгуйтесь до упора. Ходите на просмотры, смотрите, что там случилось, отвалилось, где какая плесень, какой вид из окна и так далее. Я вам скажу больше. На самом деле, чем больше чек, тем меньше скидка. Вот это для меня удивительная история. То есть, например, условно говоря, на квартиру за $1 миллион сделают скидку максимум 3%. Это максимум. А на квартиру за 50 тысяч долларов можно скинуть 10%. Вот это для меня удивительная история. Как бы должно же быть вроде бы наоборот, в процентном соотношении. Понимаешь? А вот на рынке недвижимости, вот причем не в любой стране, вот где бы я ни был, вот это интересная история. Вот скидки на маленькие объекты, на дешевые объекты, большие в процентном соотношении от цены объекта. А чем больше объект, тем меньше скидка. Вредный совет номер 5. Никогда, запомните, это очень важный совет, никогда не обращайте внимания на инфраструктуру комплекса. Никогда. Это вообще не важно. Вы живете в квартире, зачем вам знать, что внутри? Да и плевать, что идти до магазина 10 километров. Да и плевать, что до него идти по болоту, по пояс в резиновых сапогах. Да плевать, что вокруг скоро все перестроят, застроят, и ваши окна будут смотреть не на море, а на другие такие же бетонные дома. Плевать. Не обращайте внимания на инфраструктуру. Вам же не хочется
не ездите на свежих лифтах, вам не хочется же детей отправлять в какие-нибудь классные кружки или на детские площадки, вам же не хочется с друзьями играть там в футбол, вам же не хочется этих беседок, парков и прогулок с собаками, вам этого всего не хочется, я же точно знаю, вы же это покупаете. Поэтому, пожалуйста, никогда не обращайте внимания на инфраструктуру. Вредный совет номер 6. Возьмите все, что вы накопили, и вложите в один объект недвижимости, который вы уже увидели на фотографиях, которого вот такая цена, вы за него не торгуетесь, вам уже плевать на инфраструктуру. Возьмите все деньги и засуньте в один огромный объект. Это будет лучшее, что вы можете сделать в этой жизни. А на самом деле, хеджировать риски обязательно нужно. Поэтому, если вы инвестируете в недвижимость, тем более зарубежную недвижимость, конечно, лучше вложиться, если у вас там, грубо там, 300 тысяч долларов, то лучше купить не один объект за 300, а купить 3 по 100, а еще лучше 5 по 60. Вредный совет номер 7. Когда вы покупаете новостройку, верьте всему, что вам говорит застройщик. Он же весь свой проект знает лучше всех, и никто лучше застройщика вам не расскажет какой-то прекрасный проект. Какие там будут объекты инфраструктуры, какие там будут, он покажет вам рендеры, как это все будет выглядеть. Поэтому обязательно верьте всему, что вам говорят. Если говорить серьезно, то, конечно же, обращайтесь в компанию Georgia Private Investment, потому что специалисты нашего агентства, а нас уже 26 человек. Мы все вместе знаем абсолютно о всех новостройках в городе Батуми, а также в городе Тбилиси и вообще в целом по Грузии. Если же вы все-таки настаиваете на том, что вам не нужны никакие агентства, вам не нужен никто, сходите сначала к застройщику, поверьте всему, что он говорит, а потом придите домой и обязательно перепроверьте. Почитайте отзывы, посмотрите социальные сети, как они ведутся, как красиво-некрасиво оформите. Позвоните несколько раз в отделы продаж с разных телефонов, задайте одни и те же вопросы, попадите к разным менеджерам и послушайте, что вам ответят. Ведь только глубокий анализ застройщика позволит вам инвестировать удачно и надолго. И выгодно. То самое главное. Это же инвестиции. Совет номер 8. Никогда не интересуйтесь, какие будут коммунальные платежи в доме. Ведь вам все равно, вы же покупаете квартиру по фотографиям, не торгуетесь за нее, и вам плевать на какую инфраструктуру. Если вам плевать на инфраструктуру комплекса, тогда зачем интересоваться коммунальными платежами? Вот пример. Расскажу из жизни. Студия на первой линии, до которой добираться 45 минут на лифте, она еще и стоит $80 в месяц, только коммуналка. Если мы умножим на 12, мы получим около $1000 просто так. Человек платит за студию, которая стоит 50 тысяч и до которой ехать 45 минут на лифте. Как вам такая идея? Хотите так же? Поэтому обязательно слушайте мой вредный совет. Никогда не спрашивайте размер коммунальных платежей. А это совет, я думаю, что для прекрасной половины человечества. Я очень рад видеть, как вы делаете спонтанные покупки. Покупаете и квартиры спонтанно. Не смотрите долго, не выбирайте долго. Понравилось? Бери. Не надо ничего анализировать, не надо ничего изучать, не надо ничего смотреть. Просто вот увидели фотографию, нравится, звони сразу, покупай. Ведь спонтанная покупка – это самая лучшая покупка. Она принесет вам больше всего эмоциональной радости. Есть обратная сторона в этой медали. Вы никогда эту квартиру, скорее всего, не продадите. Или продадите с большим дисконтом. Один мой хороший друг увидел объявление «Студия с ремонтом, но без мебели» в одном из лучших апарт-отелей Батуми всего за $29 тысяч. С ремонтом, представьте себе. Он тут же побежал домой, взял $30 тысяч, побежал, отдал, зарегистрировал право собственности на себя и решил, сейчас я это перепродам. А потом выяснилось, что перепродать он ее может, но на этой квартире есть обременение. Оно звучит так. Он обязан сдавать эту студию в аренду только с помощью управляющей компании, и жить он там не может. Теперь он не может ее ни продать, ни сдать в аренду, потому что там нет мебели, а ремонт сделать не может, потому что сейчас лето, а летом ремонты в Батуми запрещены. Пам-пам. Как вам такая спонтанная покупка? Видимо, мой друг слушал внимательно мои вредные советы еще до записи этого видео. Последний мой совет для покупателей. Покупатели мои дорогие, никогда не разговаривайте ни с какими соседями. Они вам такое расскажут. Скажут, короче, не слушайте соседей. Это вообще вам не нужно. Вот, а если серьезно, то моя любимая фишка, которой я пользуюсь всегда на показах, это уже как визитная карточка или как почерк. Я, когда еду с клиентами на показ любого объекта, я стараюсь попасть в лифт с каким-то другим человеком. И всегда, пока мы едем в лифте, я спрашиваю, живете вы здесь, арендуете? Если живут своей, я начинаю там, почем покупали, как ремонт, как вам управляющая компания, какая коммуналка и так далее. Если арендуют, спрашиваю, какие соседи, что вам в этом доме нравится, почему выбрали для аренды эту квартиру, сколько вы платите за аренду, ну и так далее. Разговор в лифте за эти 3-4 минуты поможет вам очень много узнать об этом доме, застройщике, коммунальных платежах,
объектах инфраструктуры, обещания застройщика и так далее, так далее, так далее. Мгм. Поэтому мой совет номер 10 – никогда, мой вредный совет номер 10 – никогда не разговаривать с соседями. О нем такое наплетут. Ну что, перейдем к вредным советам для продавцов? Первый вредный совет для продавцов – это возьмите, позвоните во все агентства и всем скажите, что вы продаете свою квартиру. Вышлите всем фотографии одинаковые, сделанные на свой старенький телефон. И еще с закрытыми шторами и в темное время суток. Не показывайте видов из окна. И чтобы у вас побольше стояло тряпок всяких, знаете, полотенец, что везде висели там, ведра. И вот так фотографируйте и сослайте всем агентствам недвижимости. И пусть все занимаются вашей продажей вашей квартиры. Так же лучше. Лучше же нанять 100 человек. В 100 раз лучше. Это реально грустная история, потому что реально люди думают, что они отдадут свою квартиру 100 людям, и она будет продаваться. Я скажу, что мы делаем с такими клиентами. Нам звонят, возьмите квартиру в продажу. Там есть в скрипте, в скрипте разговора у менеджера, у каждого с продавцом, есть пункт. Вы размещали объект генециса, кто его продает? Если он говорит, я сам продаю, тогда мы можем работать дальше. Если он скажет, я заслал всем агентствам, мы скажем, спасибо большое, всего хорошего. Мы не берем такие объекты. Вообще. Потому что я должен туда поехать, фотографии снять, ты поедешь, скорее всего, снимать его. Или Галя, там, или куда-то ребята обзор делать на эту квартиру. Надо сделать фотографии, сделать видео. Потом отдел маркетинга возьмет эту квартиру, сделает из него рилс, разместит во все социальные сети и потратим деньги на продвижение этого объекта. В среднем мы потратим там от 100 до 300 долларов на продвижение каждого объекта, чтобы его продать. И зачем мне это делать? Скажите мне, что продать объект, который 100 человек еще продают, мне зачем? Чтобы что? Чтобы я потратил свои там, на продакшн, да, на фото, на видео, на рекламу. Там. В среднем сделка стоит 500 долларов. Чтобы одну квартиру продать, я трачу денег, как компания. Мне зачем это? И никто не будет заниматься ей. Вот в чем прикол, что этой квартирой никто не будет заниматься. Все такие же, как я, все хотят деньги зарабатывать, это бизнес. Поэтому если вы позвонили в 100 агентств, ни одно из агентств не будет им заниматься, ни одно. Он заполняет карточку объекта, выкладывает ее в базу, и все, и забывает о нее. Потому что у него в день 20, у меня менеджер делает в день 50 звонков. То есть ты будешь один из 50 сегодня, и про тебя забудут. Когда у нас эксклюзив, когда мы все сделали, отфотографировали, видео сняли, разместили на всех площадках, запустили рекламу, у меня в AMA CRM у каждого менеджера по каждому объекту раз в неделю звонок собственникам, отчет. Сколько показов было проведено, сколько переходов по ссылке, сколько мы звонков получили, там, и так далее, так далее, так далее. Каждую неделю у вас будет свой менеджер личный, который будет вам каждую неделю звонить по субботам. У них галочка высвечивается в субботу, 12 часов дня. По субботам продавцы GPI, ждите звонка по субботам. Они все звонят, говорят, как дела, там, на этой неделе ваш объект, там, отрекламируется там, на площадках. Столько-то было просмотров этого объявления. Там, my home, шмайхом, там, туда-сюда. Мы там, провелось только, ваша квартира, там, если человек удаленно живет где-то, да, мы показали вашу квартиру, там, 3 людям. Там, и дали обратную связь. Это не нравится, там, цена высокая, там, это. Все поговорили, что делаем дальше? Оставляем цену, снимаем с продажи, там. Что делаем дальше? Он говорит, там, снижаем на 500 долларов. Мы, окей. И работа начинает то же самое. Мы, опять же, делаем все рекламные объявления, поменяем, цену меняем, зачеркиваем старую, пишем новую, опять пушим. И рано или поздно находится покупатель, и сделка совершается. Поэтому мой вредный совет – всем звоните, всем все отдавайте. И поверьте мне, никто вашу квартиру продавать не будет. Если вы хотите квартиру свою продать, мой вредный совет – закройте квартиру снаружи, выбросьте ключи и едьте отдыхать в другую страну. У нас постоянно такая история. Я хочу продать, окей. Давайте мы приедем, снимем видео, фото. Ой, у нас живут там жильцы. Ой, а я на Маврикии, ключи в Канаде, я буду через полгода. Да, конечно же, можно посмотреть, придет мой друг, вот его телефон. Алло, друг, привет, ты где? Я запил, сейчас приедет моя тетя, потом приедет еще кто-нибудь, потом мы стоим 2 часа так с клиентами на входе, и никто не приезжает, и ваша квартира не продается. Вредный совет. Купили инвестиционную недвижимость на этапе стройки, например. Сразу же продавайте, сразу ставьте в 2 раза больше цены и сразу продавайте. Я прикалываюсь с тех людей, которые купили на этапе котлована квартиру, через 2 месяца застройщик поставил первый этаж, он тут же выкидывает ее на продажу там, в 2 конца. Так не бывает. На недвижимости можно зарабатывать 10% годовых. Стабильно. Вот прям голову даю на отсечение. Кто хочет заработать 30% на перепродаже, тем более новостройки, тем более незаконченной, оставьте эти иллюзии при себе. Поэтому я рекомендую. Вредный совет. Купил инвестиционную недвижимость, тут же начни ее продавать. Вот. А если серьезно, то купили там в стройке, дождитесь, пока дом сдастся, пока появятся первые жильцы, пока сделают лобби, холлы, инфраструктуру, паркинги. Ваша квартира автоматически будет из бетона, возникнет
объект для того, чтобы можно было там жить или сдавать в аренду. А это уже объект, который может генерить деньги или может достаться конечному потребителю. Поэтому ждите, пока ваш объект достроится, и там появятся первые жильцы, и потом уже продавайте вместе с компанией Georgia Private Investment. Про ипотеку еще могу посоветовать. Просто людям по поводу квартиры. Вот всю жизнь живете в арендованный, вредный совет, и живите, не нужна вам квартира. Они же дорожают. Вот. Я приверженец того, что если вы хотите жить долго, там, больше 2-3 лет в стране, я рекомендую квартиру покупать, а не арендовать. Недвижимость в длинной перспективе всегда растет. Независимо от таких кризисов, 5-7 лет, недвижимость всегда растет. Поэтому ипотека — это вообще не страшная история, это наоборот капитализация, так вы можете жить в своей квартире, платить за свою недвижимость, а не за арендованную. Я сам такую ошибку совершаю последние годы в Грузии, что живу в арендованной квартире. Когда я посчитал, сколько я за 5 лет выплатил аренды здесь, 2 новых автомобиля из салона. Поэтому лучше бы я сейчас за свое платил. Я бы уже выплатил половину за свою квартиру, даже больше. Поэтому, если вы хотите жить в одной стране, например, в Грузии, мы сейчас в Грузии находимся, если вы планируете жить в Грузии больше, чем 2 года, я настойчиво вам рекомендую, это не вредный совет, нормальный совет. Рекомендую недвижимость приобретать. Тем более сейчас очень хорошие, удобные процентные ставки, небольшой первый взнос и довольно длинный срок кредита. Вредный совет. Хотите продать квартиру, сделайте в ней офигенный ремонт для себя. Вот как вот вы мечтали, так и сделайте. Ввалите туда очень-очень много денег и потом продавайте. Это мой вредный совет. А на самом деле ремонт почти никогда не отбивается. Почти. Есть люди-профессионалы, которые занимаются этим, покупают квартиры в стройке без ремонта, делают там ремонт и продают с профитом. Такое есть. Но мы же говорим не о профессионалах, а обывателях. Я купил квартиру в далеком-далеком 2000 каком-то году, вот, там, условно, за 7 миллионов рублей. Сделал в ней ремонт еще за 7 и продал ее за 14. А если бы я продал ее без ремонта, то такая же стоила 10 этажом выше. Поэтому имейте в виду, что ремонт практически никогда не отбивается. Это раз. Второе. Ремонт обычно делается для себя. У вас своя ситуация, у вас свое количество детей, у них свой пол, у вас там свои есть предпочтения там, по кухонной мебели, по цвету, по мягкости матраса даже, да, или даже по цвету штор или там фактуре стола. Поэтому мой вредный совет — сделайте подороже ремонт и продавайте свою квартиру. А на самом деле совет такой. Если хотите продать квартиру, сделайте в ней косметический ремонт. В идеале убрать все лишнее, все, что можно убрать, все, что можно вынести из квартиры, лучше вынести. И оставить только так называемые неотделимые улучшения. Ну, там, кухонную гарнитуру, унитаз, там, ванну, кондиционер и так далее. Все остальное просто покрасить, освежить. И этого будет достаточно для успешной продажи. И причем довольно высокой продажи. Потому что люди, покупающие квартиру, они же тоже покупают ее не просто так. Им же тоже интересно туда свое что-то принести. Купить там самому там чайник смеговский какой-нибудь красивый, да? Или какой-то ковер новый положить там, или какой-то диван там вот какой-то понравился. Это тоже кайф. Поехать в мебельный магазин с супругой, купить какую-нибудь мебель, это же вообще отдельное удовольствие для семейной жизни и в целом. Вот. Поэтому мой вредный совет заключается в том, что нужно делать дорогие ремонты, потом вы никогда не продадите с профитом. Вредный совет. Не продавайте никогда недвижимость самостоятельно. Отдайте ключи брату, свату, жене, сестре, брату, маме, папе, сыну, свату. Ведь они смогут за вас лучше провести переговоры по цене, по условиям, договориться о датах и подписать еще вместо вас договор. Вот. А на самом деле в Грузии есть такая особенность, да, что квартиру почему-то продают все время не собственники недвижимости, а кто-нибудь, какие-нибудь родственники, соседи, близкие и так далее. То есть редко бывает такое, что сам собственник продает квартиру. Вот. И в этом еще больше нужна как раз поддержка команды Georgia Private Investment, чтобы понять, кто владелец, там, кто принимает решения, кто может подписывать договор, например, да, кто может деньги от вас принимать и так далее и тому подобное. Поэтому мой вредный совет продавцам недвижимости: продавайте не самостоятельно, а черт знает через кого. А на самом деле, если без шуток, то никто вашу квартиру лучше не продаст, чем вы сами. Поэтому хотите продать, убирайте семью, детей, забывайте про работу, берите ноутбук, открывайте все возможные сайты, какие есть, и размещайте везде там объявления. Через полгода, когда вы закончите у вас сайты-агрегаторы, начинайте принимать звонки. Это тоже был вредный совет. Вредный совет для продавцов. Вы с женой купили квартиру и владеете там пополам, ничего и не говорите, выставьте ее на продажу, продайте, а все деньги заберите себе. И позвоните мне.
По скриптум. Вредный совет для всех покупателей грузинской недвижимости. Приезжай сюда, если не можешь терпеть добрых людей, гостеприимства, отсутствие языкового барьера и сладкий воздух свободы. Спасибо большое, что смотрели этот ролик до конца. Я постарался отнестись к этому с юмором. Надеюсь, и вы отнесетесь с юмором. Пожалуйста, у меня к вам личная просьба. Какие вредные советы можете дать вы? Давайте вместе посмеемся, порадуемся, поулыбаемся и получим удовольствие от этой прекрасной жизни. Всех обнимаю, целую. Вечно ваш Антон Тиунов, компания Georgia Private Investment. Постскриптум, пожалуйста, подпишись. Это очень важно для меня и для алгоритмов Ютуба. Обнял, ушел.